Я приветствую вас, представители знака зодиака Лев. Узнай будущее. Что спешит в вашу жизнь? Таро прогноз на 10 дней на декаду с 10 по 20 февраля. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано? У нас две колоды, но первые карты это Ленорман. И мы достанем 4 карты, не будем задавать вопросов, а посмотрим, как для нас это будущее обрисует или видят карты Ленорман. С чем это будет связано или каких событий ожидать в ближайшее время? Итак, 4 карты. Узнаем будущее, что спешит в вашу жизнь, с чем это будет связано, какие события в ближайшее время ожидать. На колоде Таро первая карта – неожиданность. И пусть это будут приятные сюрпризы. Вторая карта – в чем ваша сила, каковы энергии, которые вам помогают или помогут решить тот или иной вопрос, что у вас исполняется благодаря вот этим энергиям, которые мы раскроем по карте и по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то документы, у кого-то учеба. Энергия денег. Давайте узнаем. Что на личную жизнь нам откроют карты. И карту совет, которую откроем в самом конце. С чем будет это связано? Вот аркан Луна. Но в этой колоде два аркана Луна. И этот аркан очень красивый. Это когда сбываются наши мечты. И вот карта нам хочет передать, что где-то, безусловно, Луна, очертания есть, а конкретики пока никакой нет. Но нам нужно что-то продолжать. Иначе мы, ну, словно можем совершить ошибку или отказаться от собственной победы за какие-то там считанные сроки короткие до того, как мы получим что-то желаемое, или будем видеть плоды труда своего. Для кого-то это будет означать получение документов, допустим, как виза, или то, что, допустим, если вы планируете переезд, это может быть и много документов, или каких-то важных согласований, или как варианты, куда я поеду, отправлюсь. И здесь вот этим нужно продолжить заниматься для того, чтобы увидеть, опять же, с течением времени новые возможности. Если у вас что-то становится на паузу, такое может быть по этому аркану, но все равно какое-то продолжение следует. И пусть для нас что-то совершенно непонятно по этой карте, это сами по себе где-то неожиданности, но помним, что истина скрывается в тени. Вот нам эту тень еще пока, может быть, или еще предстоит путем каких-то согласований пройти, или для себя прояснить какой-то вопрос, но и не торопиться, но в будущем то, что вы хотите осуществить, для вас как раскроет все возможные грани, либо сотрудничество с конкретным человеком, либо по этой карте для кого-то из вас это личная жизнь, которая будет в центре вашего внимания, для кого-то проигрывается и так. И я могу предполагать, что пусть не для всех, но для кого-то из вас эти 10 дней будут тем временем или тем периодом, когда вы можете прояснить какую-то двойственную ситуацию, больше конкретики, ну, по крайней мере, ведь аркан Луна, он символизирует еще и нашу интуицию, и в положительном смысле это забота ближних о нас, или какие-то контакты, может быть, с вашими родственниками, может быть, с вашей семьей, если меня смотрят семейные люди. Или когда, ну, все равно нежность, взаимопонимание в этой карте как раз тоже присутствует. Поэтому я вижу каких-то больше плюсов, но это те плюсы, которые через ощущения приходят. Но, тем не менее, с точкой что-то в эти 10 дней нам еще карта не говорит, что у тебя получится осуществить. Давайте посмотрим вторую карту. Возможно, это будет связано с поездкой, с переездом, приездом человека к вам или какой-то, может быть, важный партнер, если вы занимаетесь бизнесом, может, допустим, как и вас пригласить, или у вас какая-то встреча с ним будет назначена, необходимые согласования. Может быть, и человек к вам приезжает, и как и по части работы, так и по части
личной жизни. Возможно, вы вместе куда-то будете планировать отправляться, но по аркану всадник это еще и какие-то новости, информации, которые буквально спешат в вашу жизнь. Карта башня. И я должна сказать, что эта башня в Ленорман совсем не та башня, которая в картах Таро. Это карта нашей уверенности, это наша цитадель, это наша крепость. Буквально у кого-то мой дом, моя крепость, дела семейные, дела домашние. Может быть, вы будете уделять внимание своему жилищу на бытовом уровне, пытаясь его сделать более комфортным. Может быть, у кого-то и ремонт пройдет, когда вы улучшаете жилищные условия. Ну, или жилищные условия в плане переезда, что меня там ждет на другом берегу, или как я смогу обустроиться на новом месте. У кого-то будет и так. По аркану башня – это ваша сильная позиция, поэтому вопросы денег могут проходить по этой карте или каких-то важных согласований. Для кого-то из вас это вопросы, знаете, как по работе, может быть, в плане построения вашей карьеры, но когда на работе у вас тоже стабильная обстановка или когда вам хочется как раз этой самой большей стабильности. И тогда вот по аркану Луна нам говорят, что ты вообще отчасти будь внимателен, не торопись. Потому что когда ты внимателен, ты успеешь подметить какой-то важный нюанс, который к тебе может прийти либо с новостью, либо с предложением. Это даже мы про работу говорим. И для тебя, когда ты это услышишь, или, может быть, ситуация такая создается, и для вас это тоже какие-то перспективы может открыть. Может быть, и человек какой-то, как друг, приезжает, новости привозит какие-то, но работа с информацией, с какими-то новыми вариантами либо сотрудничества, либо для вас, мои дорогие, буквально открываются какие-то горизонты. Может быть, это ваше намерение, которого прежде не было. А здесь оно в эти 10 дней начинает постепенно, шаг за шагом вырисовываться. Но есть еще и то, что вы не можете где-то просчитать, но и тем не менее есть какая-то конкретика. Что-то вас будет радовать. Или как минимум в эти 10 дней, знаете, как заинтересует, и вам захочется это воплотить в жизнь. И тогда не гоните от себя ту возможность или инсайт, что приходит, ну, может быть, даже посредством интуиции. И по аркану совы нам говорят, будь внимателен. Это карта мудрости в первую очередь. И когда мы куда-то не торопимся. Возможно, новости вас находят, тем не менее, какие-то очень важные. Или какая-то тема, которую вам нужно рассмотреть со всех сторон. И где-то вас не должно пугать то, что вы можете вот в эти 10 дней не видеть пока четкой последовательности ваших действий. Вот то, что мы говорили по аркану Луна. Но определенно есть смысл что-то продолжать. Это, знаете, как может быть начало нового вида деятельности, начало нового способа заработка. Для кого-то из вас это новая палитра взаимоотношений. Все же мы тут все разные, но в конечном итоге, с одной стороны, мы бережем наши сегодняшние позиции, но не успокаиваемся. По сути дела, вам как пространство или как по судьбе открывается возможность, как увидеть, может быть, мир. У кого-то даже будет связано непосредственно с перемещением, переездом, когда вы прежде не думали, а здесь вы можете задуматься. Или, может быть, вы начнете согласовывать, если вас действительно это заинтересует. Или это может быть как побудительный мотив. Захотелось переехать, каким образом это осуществить, а чем я буду заниматься в другой местности. Или для кого-то из вас это может быть по работе, как, ну, как, знаете, появляется все же какая-то новая возможность или какой-то узкий фарватер, когда вроде возможность есть, но пока еще зыбко непонятно. Но тогда карты будут говорить: ты не торопись, мудро подойди к какому-то решению вопроса. И определенно стоит продолжать искать информацию, это как минимум, потому что вот эта возможность, которая словно в тени, вам ее нужно раскрыть полностью, но не отказываться и подойти к раскрытию или сбору какой-то информации. Вот так вот с мудрых позиций. Давайте узнаем, что же в неожиданностях интересно. Принцесса мечей. Вот эта колода карт, она построена так же, как и похоже, по крайней мере, во многих значениях,
на герметическую колоду Таро. И я во многих своих раскладах, кто меня смотрит долго, на первом моем канале Таро Инспирационе, я говорила о медузе Горгоне. И у меня на сайте, кстати, вы можете перейти на сайт, я оставлю ссылки в описании под видео, прочитать эту статью, потому что все не расскажешь в пределах одного видео. Так вот, эта колода, она так же, как и герметическое Таро, я надеюсь, это видно, но, наверное, не очень хорошо. Как будто в тумане, вот как в тени, в полутени, изображается как раз здесь тоже голова медузы Горгоны. Это мощный символ, оберег, защиты. Когда из-за чего пострадала медуза Горгона? Из-за своей доверчивости и наивности. Так вот, может приходить какое-то предложение, которое выглядит как, знаете, ну, нас оно вот захватывает изнутри. Или нам хочется это осуществить. Но просчитать что-то придется. Причем в контексте того, чтобы собой не рисковать. Не быть наивными. Значит, есть какой-то проект, цель, возможность, которая действительно вас чем-то, ну, знаете, может проникнуть до глубины души. Или где-то сопоставляться с тем, о чем вы всегда мечтали или всегда хотели. Но просчитать, себя обезопасить, иными словами, вот по аркану башня. Это как ваша цитадель. Она как будто вас должна сопровождать везде. И, может быть, не надеяться на того, что к нам кто-то придет на помощь. Поэтому аркану мы никогда не должны, знаете, ну вот хоть и есть такое выражение «помощь высших сил», но есть и другая поговорка «сказал Бог, чтоб ты сам себе помог». Поэтому ваши продуманные действия вам помогают не совершить какую-то ошибку. Или не надейся на того, может быть, сама по себе, ну, новость, предложение, информация, чего бы это ни касалось, личной жизни или по работе. Воодушевление – это прекрасно, но нужно переложить это на какую-то конкретику. С одной стороны, не отказаться, но и с другой стороны, не быть уверенным, что кто-то возьмет ответственность за вас. Здесь самого себя следует обезопасить, но и в то же время просчитать свои шаги. В чем же ваша сила? Здесь, правда, вам приходит какая-то возможность по судьбе. Но, иными словами, по этому аркану нам говорят, а ты посмотри или переложи какую-то тему, информацию, новость в плоскость именно конкретики или на нашу земную жизнь. По аркану Иерофант к нам могут приходить действительно какие-то предложения, и мы понимаем, что нам нужно что-то изучать. И это всегда аркан учителя и одновременно ученика. Это, с одной стороны, ваша сила. К вам могут обращаться за тем, чтобы вы решили какие-то вопросы. С другой стороны, есть и другая сторона, когда и вам тоже, возможно, потребуется чему-то обучиться или добавить себе знаний, или найти какую-то информацию. По этому аркану мы не идем против власти. В чем ваша сила? Мы не идем против системы иерархии, ведь это сама по себе система, порядок, мироуклад какой-то или традиции, безусловно, по этой карте тоже. Так вот, вы, может быть, это как пространство вас подводит к какой-то очень важной теме вашей жизни, у кого-то будет касаться личной жизни, у кого-то работы. И она будет связана с подписанием каких-то важных документов. Потому что по Иерофанту это мы не только поступаем по закону, но мы еще что-то оформляем на бумаге. То есть в нашей земной жизни. А земная жизнь уже это где-то мы либо ставим подпись, либо мы с чем-то соглашаемся, или мы берем на себя какие-то обязательства, вот что-то такое. И карта будет говорить, сначала мы говорим, если выпадает прообраз медузы Горгоны, рассчитывай сам на себя, учись как-то правильно свою мечту, намерение, цель перевести в материальную плоскость, потому что воссоздать нам нужно, как сказку сделать былью. Какие-то хорошие новости, они, безусловно, приходят, но вам они приходят не как, знаете, вот манна, которая нам буквально, вот есть такое же выражение, правда, библейское, но это какая-то, знаете, возможность, которая приходит еще в сыром виде, а вам из этого нужно сделать или создать какую-то конкретику. Или по математическому просчету, как же перевести на наши земные рельсы свое намерение или цель. В эти 10 дней для вас сильная позиция. Будьте внимательны, чтобы чего-то не упустить с одной стороны и не отказаться,
но, с другой стороны, и себе не навредить. Дела, работа, бизнес, учеба. Рыцарь жезлов. Это карта динамики, это карта быстроты. У вас два, по сути дела, всадника, как и рыцарь, так и всадник. Это новости, это приезд какого-то человека, или когда мы слышим какую-то информацию, она нас цепляет, и где-то она перекликается, возможно, с тем, что мы хотели воссоздать когда-то. Или мы хотели этим заниматься. Или пусть это будет какая-то тема, которая была вам тоже прежде интересна. Но снова нам карта рыцарь жезлов говорит о том, что будь готов к неожиданностям. И поэтому ты сам, лев, должен себя обезопасить. И при этом карта говорит, ты не должен от чего-то отказаться. Иначе сегодня есть эта возможность, завтра у тебя ее не будет. Тебе придется пройти ну, каким-то путем мелких шагов, исследуя словно непознанную землю без карты. Проработать, может быть, много информации, прежде чем ты найдешь ту, которая конкретная, которая есть в реальной жизни. Может быть, ты еще и столкнешься с какими-то множеством фейков каких-то или пустых обещаний, и тебе приходится постоянно фильтровать, как и новостной какой-то поток, так и может быть и людской тоже. Кому вы можете доверять, а кому нет. Но в большинстве, конечно, карта говорит о переменах и о том, что мы рассчитываем сами на себя. Динамика сама по себе. Скучать будет некогда, хотя по Луне, может быть, это, как знаете, я больше вижу для кого-то из вас, даже если вы правда никуда не собирались, вы можете куда-то засобираться, мои дорогие львы. Может быть, это и будет связано через личную жизнь. Но с учетом того, что нам выпало, я вижу ваше личное продвижение или ваши амбиции какие-то. Здесь может на работе, по вашему бизнесу сложиться какая-то обстановка, когда вроде открывает эти новые самые перспективы, но пока еще нет, знаете, как тезис плана. И даже если вы его начнете составлять, то примите к сведению, что вам придется многократно еще что-то корректировать, потому что обстановка продолжит меняться, и где-то нужно быть готовому к этим переменам. По сути дела, вписаться вам нужно в эти перемены и чего-то не упустить. По принцессе Пентаклей точно. Здесь как дополнительный доход, к примеру, или, может быть, как получение новой должности, даже если прежде вы не думали строить карьеру, или расширение своего бизнеса. Здесь нужно добавлять как и знаний, так и новых каких-то вариантов либо сотрудничества, либо, может быть, отчасти связанные с вашей популярностью, и тогда тоже методы придется новые использовать. Но это должно согласовываться с законом. Для кого-то из вас по аркану Иерофант, и в чем ваша сила? Вы можете установить контакты с персоной, которая очень, ну, значима, может быть, как руководитель, или, может быть, какой-то важный человек, вы его встретите, и это будет как духовный наставник, учитель, такое тоже может проиграться. Для тех из вас, кто занимается, к примеру, или работает в просвещении, это есть возможность получить высокую должность. Поэтому внимание к карьере определенно придется делать. А для кого-то из вас вот так вот мудро подойти к каким-то возможностям, и пусть это вот ваша идея, которую вы хотите осуществить, может быть, и прежде. К примеру, вы всегда хотели писать, и, может быть, вы писали. Вот есть выражение «пишу в стол». То есть вы это никогда не публиковали. Может быть, это ваша поэзия, может быть, это книга, может быть, это фэнтези, все что угодно. А здесь вы будете продумывать, каким образом, может быть, электронную книгу выпустить. Или вы писали картины, каким образом мне стать популярными. И вот нужно, может быть, освоить какие-то электронные системы, которые вам позволяют как раз стать популярным. Или начать зарабатывать через свое творчество. Или какое-то ремесло. Есть то, что можно изучать. И то, что будет иметь прекрасный прогресс. Личная жизнь. Ну, не могу сказать по этой карте. Это первая победа. Здесь она прописана как поражение. Для кого-то из вас может быть такой вариант, что по части личной жизни с кем-то вы не договорились. Или вы как будто можете поссориться. Между прочим, для кого-то и так проиграется. Поссориться с вашим, ну, любимым человеком, например. Хотя я могу сказать, первый аркан Луна.
И вы можете также и помириться. Вот, к примеру, и такое может быть, потому что по аркану пятерка мечей — это всегда первая победа, это какой-то ненужный конфликт. И карта говорит нам, ты, даже если тебе кто-то пытается вывести на этот самый спор или конфликт, не поднимай перчатку, потому что ты ничего не докажешь, это бессмысленно. Потеря энергии и потеря времени. А вот какие-то контакты или добрососедские, как минимум, отношения сохранять, то в этом определенно будет плюс. Почему? Да потому что, опять же, аркан Луна. Здесь пока еще что-то непонятно. Но, может быть, у кого-то перевести отношения в дружбу, например. Или даже если прежняя история для вас была связана, я такое тоже могу допустить с учетом принцессы мечей, когда присутствовал обман. Именно из-за вашей доверчивости. И это было в личной жизни, когда вас очень подвел человек. Не только подвел, а как разрушил какую-то, ну, условно, субстанцию доверия внутри вас самих, если можно так сказать. И вы теперь, словно как еж, я никому не верю. Может быть, у кого-то это связано вот именно с тем, что произошло в личной жизни. Тогда примите во внимание, этот человек может появиться, или судьба нас может иногда сталкивать в самых, ну, непредсказуемых ситуациях с этим человеком еще раз. И кто знает, может быть, будет какое-то сотрудничество продолжено. А если для кого-то это касается вашей семьи, когда прежде был брак, по какой-то причине вы расстались, тогда вы тоже можете контактировать вынужденно. Может быть, остались вопросы по части недвижимости, денег, дети остались. И придется, даже если ты и не хочешь, но вот эти контакты продолжать. Поэтому не должно быть конфронтаций. Тут нет смысла кому-то что-то доказывать. И карта говорит, поражение, оно не потому, что ты кому-то что-то не доказал. По этой карте как раз всегда хватает красноречия. Но человек закрыт или оппонент, с которыми происходит спор, он как будто глух как и к вашим намерениям и целям, так и к вашим словам. Поэтому нет смысла выплескивать эти эмоции. Но вот как-то так. Я надеюсь, это не для всех проиграется, но все же. Ну вот как раз все то, что я говорила. Семерка кубков. Это когда мы долгое время либо не можем никак сделать выбор, либо по этой карте нам кажется, что мы доказали, достигли успеха, а на самом деле этого не происходит. Знаете, наверное, в эти 10 дней нам говорят рыцарь жезлов и тут всадник. Здесь может быть много общения. Или для вас будет даже много поездок. И тем не менее, карта говорит, не торопись с выводами. Да, какая-то прокрастинация, она должна быть закончена. Но это не значит, что мы, если не торопимся, то буквально стоим на месте. Искусство мелких шагов. Где-то по аркану Луна это первый и главный совет. Продолжай. И по аркану Иерофант тоже. Но это, знаете, осознанность. Или понимание того, что как вот в реальности. Надо надеяться на самого себя. И для этого, с одной стороны, выбор делать придется, потому что всем путей света мы одновременно не пойдем, или сразу 7 делами мы не будем заниматься, или для кого-то из вас нет смысла лелеять какие-то пустые надежды или какое-то пустое ожидание. Оно тоже должно быть закончено, потому что это будет как иллюзорный успех. Наверное, искусство мелких шагов. С одной стороны, самого себя не подталкивать, не ускорять. Но если вы сталкиваетесь с предложением или какой-то, ну, как удачной обстановке, которую для вас складывает судьба, то тогда придется куда-то собраться и отправиться очень быстро, чтобы чего-то не упустить. Или быстро анализировать ту информацию, новость или предложение, которые приходят в эти 10 дней на ваш порог. Но анализировать это с позиции того, каким образом это может быть полезно мне. Какие перспективы та или иная информация несет именно лично вам? И какие подводные камни и рифы и мне могут повстречаться в дальнейшем пути? Будьте реалистами, мои дорогие. Не стройте себе планов тех, которые, по крайней мере, мечтать это прекрасно. Но, видимо, в эти 10 дней нужно переводить свое намерение и цель в более реальную плоскость. В этом, по крайней мере, ваша сила. Вы здесь можете столкнуться с такими людьми, которые сами по себе, они конкретные. И значит, вам
будет очень важно выражать правильно свои мысли. И если вы на что-то соглашаетесь, тогда помните, на то, что вы согласитесь в эти 10 дней, вы вынуждены будете это продолжать. Поэтому, если вы даете эти обещания, помните, что вы на себя как накладываете какое-то, ну, как обязательство. Поэтому быть расчетливым, продуманным в эти 10 дней совершенно необходимо. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.